Панорамная смотровая площадка на Кабаташ – это совершенно новая точка обзора на Босфор, Принцевые острова и азиатскую сторону Стамбула. Городские власти создали общественное пространство, откуда удобно наблюдать за движением кораблей, без необходимости заходить в платные кафе. Создание такого зеленого ковра прямо над терминалом помогает компенсировать нехватку парков. Здесь проложены прогулочные дорожки, высажен газон и обустроены места, где люди могут перевести дух в ожидании своего рейса или просто погулять. Поднявшись, открывается широкая акватория южной части Босфора, вместе его слияния с Мраморным морем. Вдалеке виден Босфорский мост. Это самый первый подвесной мост через пролив, который связал европейскую и азиатскую часть Стамбула. Здесь постоянно все меняется из-за курсирующих туда-сюда кораблей, и за счет высокой площадки создается ощущение, что ты буквально паришь над водой. На правом горизонте отчетливо виден очертания дворцовского комплекса Топкапы и окружающих его садов парка Гюльхане. Район Кабаташ – это плотный транспортный узел. С этого причала можно попасть на Принцевые острова, самый популярный туристический маршрут. Это самый бюджетный вариант, который стоит приблизительно $3,5 в один конец. Кадыкёй – прямые регулярные рейсы на азиатскую сторону, в самое сердце ее молодежной и гастрономической жизни. Üsküdar – еще одна популярная точка на азиатском берегу, которая находится ближе к Девичьей башне. Прямо под смотровой площадкой расположен главный пассажирский терминал и пересадочный узел Кабаташ. Пройдя внутрь терминала, вы увидите кафе «Белтур». Это турецкая государственная сеть кафе, которая принадлежит муниципалитету Стамбула. Цены на чай, кофе, смиты и выпечку здесь гораздо ниже, чем в коммерческих туристических заведениях поблизости. Летом здесь можно спрятаться в тени от палящего солнца, а в дождливую или ветреную погоду с комфортом переждать непогоду перед посадкой на паром. Сидя за чашечкой турецкого чая, можно насладиться видом на Босфор. Вода здесь постоянно меняет цвет, от глубокого сапфирного в солнечный полдень до нежно-бирюзового на рассвете и почти мистического черного с золотыми дорожками огней по вечерам. А мирный шум волн, бьющихся о набережную, приятно успокаивает. Пройдя чуть дальше от Кабаташа вдоль берега, то вы увидите исторический памятник Хадика Таши, также известный как морской монумент или памятный камень Гавани Кабаташ. Воздвигнули его в 1850 году по приказу султана Абдулмеджида I. В середине XIX века в этом месте была построена надежная каменная гавань и причалы. До этого, во время штормов и сильных ветров, лодки постоянно бились о камни и тонули. Строительство порта спасло множество жизней, и в честь завершения этого порта прямо у воды воздвигнули этот монумент. На мраморной плитке высечено стихотворение поэта Зивера про тихую гавань. На самом верху в овальном медальоне красуется личная каллиграфическая роспись султана Тугра. Сам монумент выполнен в изящном стиле османского барокко. Пройдя от монумента вдоль берега, вы увидите мечеть Долмабахче, официальное историческое название Безимайле Валиде Султан Джами. Она находится прямо на берегу Босфора, а через дорогу от нее расположен футбольный стадион клуба Бешикташ. Если зайти внутрь и посмотреть со стороны воды, то бросается в глаза, что нижняя часть здания имеет огромные полукруглые окна. Архитектор спроектировал их так, чтобы свет от Босфора полностью заливал внутренний зал, создавая ощущение легкости, будто купол парит в воздухе. Из-за своего расположения прямо у кромки воды и необычного светлого фасада она выглядит невероятно фотогенично, как с суши, так и с борта проплывающего мимо парома. Эта мечеть была построена в период с 1853 по 1855 год. Архитектор создал ее в уникальном эклектическом стиле, искусно переплетя традиционный османский стиль с европейским барокко, рококо и ампиром, что делает ее облик невероятно легким и изящным. Недалеко от этой мечети расположена часовая башня Долмабахче, один из ярких символов поздней Османской империи в Стамбуле. Башня была возведена в период с 1890 по 1895 год по указу 34-го османского султана Абдул-Хамида II.
Это было время, когда империя стремилась подчеркнуть свою модернизацию и приверженность европейским технологиям. Проект башни и сам дворец Долма-Бахче создал придворный архитектор армянского происхождения Саркис Бальян. Высота башни 27 метров и состоит из 4 ярусов, которые постепенно сужаются кверху. Фасад богато украшен колоннами, резными карнизами, а на морскую и материковую стороны нанесены тугры, личные гербы султана Абдул-Ахмида II. На самом верхнем 4 ярусе с каждой из 4 сторон установлены часы. Обойдя дворцовский комплекс, у дороги перед вами южная сторона Долма-Бахче, обращенная к городу. Исторически именно через эти роскошные, богато украшенные резьбой ворота во дворец въезжали султаны, высокопоставленные чиновники и важные государственные гости. Все внешние фасады, колонны, арки и тончайшая кружевная резьба ворот сокровищницы выполнены целиком из цельного мрамора и известняка особого качества. Из-за этого при ярком солнечном свете стены кажутся белоснежными или нежно-кремовыми. Посетить дворцовский комплекс для иностранцев можно за $60, дети до 6 лет бесплатно. Дворец и кассы закрыты по понедельникам и работают с 9 до 5 часов вечера. Билеты можно купить прямо на месте у врат сокровищницы или заранее онлайн на официальном сайте национальных дворцов. Сегодня башня встречает миллионы туристов, направляющихся на экскурсию во дворец Долма-Бахче, оставаясь великолепным памятником ушедшей эпохи. Эта оживленная магистраль, проходящая прямо вдоль стен дворцовского комплекса, соединяет районы Кабаташ и Бешикташ. Вдоль обочины растут вековые платаны и высокая каменная подпорная стена парка Инюню. На этой стене под открытым небом традиционно размещена историческая фотовыставка с архивными кадрами и важными датами, посвященная жизни основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Черный орел – это официальный символ одного из старейших и самых популярных турецких спортивных клубов Бешикташ. Монумент имеет важное символическое и историческое значение для города и его болельщиков. Он был торжественно открыт в конце 2023 года и приурочен сразу к 2 важнейшим датам. Первое – столетие создания Турецкой республики. Второе – 120-летний юбилей самого клуба Бешикташ. Сама площадь Барбаросс расположена прямо на берегу Босфора, где можно посетить одно из множеств кафетерий и насладиться видом. С правой стороны находится старейший военный музей в Турции и один из крупнейших морских музеев в мире. Главная его гордость – это уникальная коллекция оригинальных роскошных султанских каиков – гребных галер, на которых правители империи плавали по Босфору. Здесь также хранятся старинные пушки, карты, навигационные приборы и личные вещи Барбароссы. Для стамбульцев площадь – это классическое место встреч. Здесь постоянно пахнет морем, кричат чайки, продают смиты и играет музыка. Это место, где можно просто посидеть и смотреть на проплывающие мимо катера и бесконечно наблюдать за тем, как Европа и Азия смотрят друг на друга сквозь века.